Грибок ногтей — это не просто косметический дефект. Это проблема, которая может не уходить месяцами, а иногда годами. Но есть одно простое средство, которое можно нанести прямо сейчас и уже через 15 минут увидеть эффект. Без дорогих процедур, без аптечных мазей. Все, что нужно, у тебя есть дома. В этом видео мы покажем, как убрать грибок ногтей в домашних условиях. Дадим готовые рецепты, объясним, как все работает. Просто, понятно и без воды. Почему грибок ногтей не стоит игнорировать? Грибок — это не просто некрасивый ноготь. Это полноценная инфекция, которая живет, питается, распространяется. Она может перейти на соседние ногти, кожу стопы, вызвать воспаление и даже попасть в кровь при слабом иммунитете. Сначала легкое пожелтение, потом утолщение, ломкость, неприятный запах, боль при нажатии. Чем дольше ты откладываешь лечение, тем глубже грибок проникает в ногтевое ложе, и тем сложнее его потом вылезти. Но есть и хорошая новость. Простые домашние средства работают. Особенно в начале, если использовать их регулярно. Рецепт первый. Пищевая сода плюс уксус. Перед тем, как перейти к основной части, хочу напомнить, что около 70% зрителей смотрят наш канал без подписки. Мы стараемся создавать полезный и качественный контент для вашего здоровья, и нам важно, чтобы вы не пропустили новые видео. Подписавшись на канал, вы поддержите нашу работу и будете первыми узнавать важные советы и рекомендации. Спасибо, что заботитесь о своем здоровье вместе с нами. Пищевая сода плюс уксус. Почему работает? Сода глубоко очищает ногтевую пластину, снимает роговевший слой, размягчает ткани, позволяя активным веществам проникнуть глубже. Уксус создает кислую среду, в которой грибок не выживает. Вместе они работают как простой, но эффективный антисептик. Как применять? Смешайте 1 столовую ложку соды с небольшим количеством воды до состояния кашицы. Нанесите смесь на пораженный ноготь и сверху капните 5-7 капель столового уксуса 9%. Произойдет легкое шипение, это нормальная реакция. Подержите средство 10-15 минут. Затем смойте теплой водой и насухо вытрите полотенцем. После этого можно нанести йод, перекись или масло чайного дерева для усиления эффекта. Повторяйте процедуру 1-2 раза в день на протяжении недели. Уже через несколько дней начнет сходить желтизна, поверхность ногтя станет чище и ровнее. Рецепт второе. Дегтярное мыло. Почему работает? Березовый деготь – одно из самых сильных природных антисептических средств. Он глубоко проникает в ткани, подавляет активность грибка, снимает воспаление и помогает восстановлению кожи. Особенно эффективен на ранних стадиях заражения. Как применять? Хорошо намыльте пораженный ноготь дегтярным мылом до густой плотной пены. Аккуратно вотрите ее в сам ноготь и кожу вокруг. Оставьте на 10-15 минут. В это время активные компоненты будут работать против инфекции. Затем смойте теплой водой и тщательно промокните насухо чистым полотенцем. Процедуру повторяйте каждый вечер, желательно перед сном. Уже через несколько дней вы заметите снижение зуда, исчезновение запаха и постепенное улучшение состояния ногтевой лостины. Третий рецепт – хозяйственное мыло плюс соль. Почему работает? Хозяйственное мыло – сильный антисептик. Оно глубоко очищает кожу, убивает микробы, размягчает ороговевшие ткани. Соль вытягивает влагу из клеток грибка, создает для него неблагоприятную среду. В тандеме эти средства работают как мягкое, но эффективное противогрибковое средство. Как применять? Натрите 1 столовую ложку хозяйственного мыла на терке. Добавьте чайную ложку обычной или морской соли. Залейте все литром горячей воды. Хорошо размешайте, пока мыло полностью не растворится. Опустите ноги в ванночку и держите 15 минут. После процедуры тщательно вытрите ноги насухо, особенно между пальцами. Пораженный ноготь дополнительно смажьте йодом или перекисью водорода для усиления антисептического эффекта. Процедуру лучше делать на ночь. Повторяйте каждый день в течение 10-14 дней. Уже через неделю станет заметно, как грибок отступает, а ноготь очищается и светлеет. Рецепт 4. Масло чайного дерева. Почему работает? Масло чайного дерева – один из самых мощных природных антисептиков. Оно активно борется с грибком, проникая вглубь ногтевой пластины, уничтожает бактерии, снижает воспаление. Подходит как для лечения, так и для профилактики. Как применять? Тщательно вымойте и высушите ноги. Капните 1-2 капли масла чайного дерева прямо на пораженный ноготь. Аккуратно вотрите подушечкой пальца или ватной палочкой, захватывая кожу вокруг.
Не смывайте, дайте полностью впитаться. Для стойкого эффекта повторяйте процедуру 2-3 раза в день. Продолжайте не меньше 10 дней, даже если внешний ноготь начнет очищаться раньше. Это поможет предотвратить повторное появление грибка. Рецепт 5. Лимон плюс сода. Почему работает? Лимонный сок обладает антисептическими и отбеливающими свойствами. Он разрушает структуру грибка, помогает осветлеть пораженный ноготь. Сода усиливает эффект. Она смягчает ткань, помогает активным веществам проникать глубже. Вместе эти компоненты создают агрессивную среду, в которой грибок не выживает. Как применять? Выдавите сок из половины лимона. Добавьте пол чайной ложки соды. Быстро перемешайте. Смесь начнет шипеть, это нормально. Сразу нанесите ее, ноготь, тонким слоем, оставьте на 10 минут. Затем тщательно смойте теплой водой, насухо вытрите. Повторяйте процедуру 1 раз в день на чистую сухую кожу. Уже через несколько применений заметите, как ноготь становится светлее, а поверхность ровнее и чище. Рецепт 6. Йод. Почему работает? Йод обладает сильными антисептическими и фунгицидными свойствами. Он разрушает белковую структуру грибка, помогает остановить его развитие. Как применять? На сухой чистый ноготь наносите 1 каплю йода 2 раза в день, утром и вечером. Обязательно обрабатывайте и сопоседние ногти, даже здоровые, чтобы предотвратить распространение инфекции. Курс не менее 10 дней. Возможно, легкая сухость или жжение – это нормально. При сильном раздражении уменьшите частоту. Рецепт 7. Прополисная настойка. Почему работает? Прополис – природный антибиотик и антисептик. Он обеззараживает, снимает воспаление, замедляет рост грибка. Как применять? Смочите ватную палочку или диск настойкой прополиса, аптечной 20%, и приложите к ногтю на 10-15 минут. После насухо вытереть. Можно также наносить точечно 1-2 раза в день, курс от 2 недель. Отлично сочетается с ванночками или другими методами. Рецепт 8. Чеснок. Почему работает? Чеснок содержит аллицин, мощное противогрибковое вещество, которое разрушает клеточную оболочку грибка. Как применять? Измельчите зубчик чеснока в кашицу, нанесите на ноготь, закройте марлевой повязкой или пластырем. Держите полчаса, затем смойте. Повторяйте 1 раз в день. Важно, может быть жжение. Не держите слишком долго. Можно смешивать чеснок с кокосовым маслом или медом для смягчения. 9. рецепт – перекись водорода. Почему работает? Перекись глубоко проникает в структуру ногтя, обеззараживает и разрушает грибок. Она очищает и дезинфицирует пораженную область. Как применять? Смочите ватный диск или палочку 3% перекисью водорода, приложите к ногтю на 10-15 минут. После процедуры тщательно высушите ноготь. Повторяйте 1-2 раза в день, можно чередовать с другими методами, например, с содово-уксусной ванночкой. Важно! Не используйте на открытых ранах и трещинах. Возможно. Советы по уходу. Чтобы лечение дало результат, важно соблюдать простые правила. Держите ногти сухими и коротко остриженными. Влажность и длина создают идеальные условия для грибка. После каждой процедуры обязательно меняйте полотенце или используйте одноразовые салфетки. Обрабатывайте обувь изнутри. Можно использовать уксус или аптечные антисептики. Меняйте носки каждый день. Предпочтительно носите носки из хлопка. Стирайте их при температуре не ниже 60 градусов. Это помогает уничтожить споры грибка и не дать ему вернуться. Кому стоит быть осторожными? Если у вас диабет, нарушено кровообращение, есть проблемы с иммунитетом, любые процедуры нужно согласовывать с врачом. Такие состояния требуют особого контроля. Людям с чувствительной кожей и склонностью к аллергии можно сначала сделать пробы на небольшом участке кожи. Если в течение 10-14 дней нет никакого улучшения, а ногти становятся хуже, не тяните, обратитесь к дерматологу. В запущенных случаях требуется комплексное решение. Грибок ногтей не уйдет сам, но вы можете начать лечение уже сегодня, без лишних затрат, с помощью простых средств, которые есть дома почти у каждого. Главное не откладывать и делать все регулярно.
Ногти будут очищаться постепенно, и вы точно заметите результат. А с вами был канал «Ритм жизни». До скорых встреч! Не забудьте подписаться на канал и поделиться этим видео с родными.